Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания роз. В этом видео я вам покажу результат восстановления роз после применения состава, о котором я рассказывал примерно 1,5 месяца назад в одном из своих роликов. Сегодня я, конечно, вам его еще раз напомню, который позволяет восстановить розы после плохой зимовки, когда розы почернели, покрылись плесенью, и кажется, что вот они все уже погибли, нет никаких надежд на то, что они будут расти, а тем более цвести в этом году, но тем не менее существуют такие способы восстановления, такие составы, в которые входят удобрения, определенные вещества, которые позволяют вот восстановить розы до вот такого состояния. Сейчас, как вы видите, они цветут достаточно обильно, конечно, не так, как в прошлом году, потому что в прошлом году они сохранились намного лучше. Причем эти розы, как вы поняли, я выращиваю в поликарбонатной теплице, но все те же самые методы, о которых я вам сегодня расскажу. А сегодня мы подкормим розы во время цветения, чтобы продлить цветение, чтобы дать силу растению, чтобы начать вторую волну цветения через некоторое время после того, как вот первая волна сойдет. Это чайно-гибридные розы, они способны цвести 2 раза в летний сезон. В условиях средней полосы я нахожусь в Московской области, тем более в условиях поликарбонатной теплицы розы проявляют себя во всей красе, приближенные условия к южным регионам, потому что у нас все-таки погода бывает не вполне подходящая для роз, хотя и розы в открытом грунте в условиях Московской области в средней полосе тоже очень хорошо растут и цветут при правильном уходе. Итак, средства, которые я применял для восстановления роз после плохой зимовки, содержат в себе 3 компонента. Первый компонент – это стимулятор роста, можно использовать циркон, можно также использовать эпин, хотя многие считают, что эпин нельзя применять при поливе, тем не менее, также препарат этот хорошо работает. Но буду говорить о цирконе. Берем на 10 литров воды 1 порцию циркона, которую вот в инструкции, да, нам в пакетике прилагается вот эта вот пластиковая такая мензурочка, ее выливаем в 10 литров воды. Вторым компонентом в составе, который реанимирует розы, будет минеральное удобрение, которое называется сульфат магния. В 10 литров воды добавляем 1 столовую ложку, можно с небольшой горкой. И данное удобрение играет роль такого инициатора запуска ростовых процессов, восстанавливает растение, подстегивает его к росту, особенно поврежденные растения, пожелтевшие, с пожелтевшими листьями, либо вот подмерзшие зимой розы очень хорошо стимулирует данное удобрение – сульфат магния. И третьим компонентом, который также помогает розам восстановиться после плохой зимовки, это обычный натуральный цветочный мед. Мед можно использовать абсолютно любой, главное, чтобы он был натуральным, неважно, там цветочный, гречишный, там еще куча всяких разновидностей меда есть. В общем, самый дешевый, самый простой, но натуральный мед. 2 столовых ложки на 10 литров воды. Хорошо все размешиваем. Растворяются все эти компоненты очень быстро, буквально 5 минут, и вы получаете такой раствор, живую воду для реанимации поврежденных роз, и не только роз, но и другие растения, которые повреждаются в зимний период. Те же, допустим, например, крупнолистные гортензии часто подмерзают в наших условиях. И вот таким раствором примерно 5 литров на 1 розу поливаем под корень. И примерно через неделю вы заметите результат, просыпаются спящие почки, если растение полностью не повреждено, то есть вся вот эта культурная часть до прививки, если там есть хоть чуть-чуть живого места, обязательно там образуется почка, и растение стартует и начинает рост, как вот в моем случае. Видите, какие прекрасные розы в этом году у меня расцвели. Конкретно о меде многие спрашивают, зачем нужен мед. В меде содержится очень большое количество полезных для растений веществ, в том числе стимуляторы роста. В небольшом количестве там содержатся кислоты, в том числе и янтарная кислота, там
в небольшом количестве содержится. То есть мед полезен не только для человека, да, но и для растений. Кроме этого, часто очень виноградари используют мед при укоренении черенков винограда. Также используется мед как стимулятор корнеобразования. Поэтому вот таким составом из 3 компонентов поливаете розы, если вдруг они у вас подмерзли в зимний период. Ну а сейчас я вам покажу подкормку, которую я использую в период цветения, а также когда розы вот начинают только образовывать бутоны, которые просто уже помогают. Она для всех роз абсолютно подходит. Это любимый напиток для роз, то, что розы, можно сказать, обожают. И он также готовится очень просто. Это натуральная подкормка на основе коровьего навоза. Можно использовать и конский навоз. Используется навоз свежий. У меня в данном случае, вот как я готовлю, у меня есть старая ванна. Она примерно объемом около 150, может быть 170 литров. И туда я добавляю примерно 20 килограмм свежего коровьего навоза, подчеркиваю, свежего, не перепревшего. И примерно недельку все это настаивается. Вот этот вот свежий навоз отдает в воду все полезные вещества. В основном там, конечно, содержится азот в натуральной, доступной для растений форме. А вы знаете, что розы любят навоз и предпочитают такие удобрения. Ну, конечно, не свежим навозом ни в коем случае подкладывать под розы не надо, только перепревший. А вот в качестве водных настоев свежий навоз применять очень даже хорошо и нужно. И подкармливать таким удобрением можно не только розы, но и другие растения. Примерно до середины лета будет очень хорошая натуральная подкормка. Итак, я приготовил уже такой настой на основе свежего коровьего навоза, и сейчас подкормим растения. Перед подкормкой рекомендую хорошо пролить чистой водой. Я это сделал вчера вечером, и вот сегодня я занимаюсь подкормкой роз. Здесь у меня растут 2 розы рядышком, поэтому я весь этот объем выливаю под 2 розы. Это у меня 10-литровая лейка. Ну и, конечно, кроме подкормок, розы нуждаются в обработках от вредителей и болезней. Особенно сейчас, в июне, конечно, в первую очередь розы могут страдать от тли, поэтому своевременно обрабатывайте растения. Если заметите вредителей, и даже если не заметите, я рекомендую вам профилактически делать обработки роз любыми препаратами. Здесь можно использовать достаточно сильные препараты по цветам. Ну а также уже во второй половине лета рекомендую обрабатывать розы от болезней, потому что розы начинают болеть. В этот период, примерно в августе, начинаются у нас, допустим, туманы очень часто по ночам. И растения очень быстро подхватывают заболевания, листья начинают желтеть, появляются черные пятна, поэтому обработки для роз обязательно нужны. Причем вот в теплицах, если выращивать розы, то численность таких обработок можно сократить, потому что условия более благоприятные, растения лучше себя чувствуют, и в теплицу, конечно, меньше попадает влажности, вот этого тумана, и условия для роста и цветение роз в теплице более благоприятны, чем под открытым небом. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения!